Здравствуйте! С вами Елена Бернес и Лорман Академия. Этот урок посвящен теме, кому с осторожностью можно наращивать ресницы, либо вовсе не рекомендуется. И первый пункт – это беременность. Всегда тема беременности вызывает повышенный интерес. Можно ли или нельзя наращивать ресницы? Лучше им проконсультироваться с ведущим врачом, который, скорее всего, скажет, что нельзя, так как мы с вами работаем искусственными материалами. Как мастер хочу сказать, что при беременности гормональный фон изменяется и носибельность ресниц снижается. Это первое. И второе, лежать на кушетке 2–2,5 часа беременным не совсем будет просто. Если беременная женщина настойчиво хочет себе нарастить ресницы, вы ее должны предупредить о том, что будет плохая носибельность ресниц. Возможны аллергические реакции. И на кушетке придется полежать в одном положении 2–2,5 часа. А вообще, практически у каждого мастера есть практика наращивания ресниц беременным женщинам, в том числе и у меня. Одна моя клиентка уже во время беременности очень настойчиво просила нарастить ей ресницы, так как она шла на свадьбу к сестре. Я как мастер ее предупредила о том, что возможна аллергическая реакция и носибельность очень низкая будет. Она согласилась, в моем случае это все прошло благополучно. Поэтому не рекомендуется, но многие мастера делают. Следующий пункт – ломкие ресницы, либо выпадают. Когда мы наращиваем ресницы, нам нужна база, на которой будут держаться искусственные ресницы. Если у клиента ломкие ресницы, либо выпадают, лучше порекомендовать обратиться к доктору. Доктор обследует, назначит какое-то лечение. Только тогда, когда натуральная база окрепнет, мы можем решить эстетический вопрос. Третий пункт – жирность кожи. При наращивании ресниц любой клиент ожидает красивый и носибельный эффект. Поэтому к одному и тому же мастеру могут задавать такой вопрос. Допустим, клиент говорит: у моей подруги, которой вы нарастили, все хорошо, она их носит почти месяц, а у меня продержались максимум 2 недели. Здесь мастер должен задать несколько вопросов клиенту. Первое. Не принимал ли он какие-то лекарства, возможно, антибиотики после наращивания ресниц? Второе. Правильно ли ухаживал за ресницами? И третье. Это жирная кожа, склонность жирной кожи. Сальные железы в той или иной степени будут расщеплять клей. Не сразу, конечно, но в любом случае ресницы начнут выпадать. А мы, как мастера, делаем красоту и хотим, чтобы клиенты были довольны и ходили с ресницами около месяца, а не приходили через 2 недели и говорили: доставьте мне.
Четвертый пункт – сухость кожи. Людям, склонным к сухости кожи, приходится применять питательный крем, что неблагоприятно сказывается на сыпке натуральных ресниц с искусственными. При нанесении крема на лицо посоветуйте им не наносить на область вокруг глаз. Даже если клиент наносит крем не в области вокруг глаз, а на скулы, лоб, вся поверхность кожи лица становится более жирной. Поэтому, если ваши клиенты постоянно пользуются кремами, вы можете им порекомендовать наносить крем на 15 минут, затем его излишки убрать сухой салфеткой. Итак, подытожим. Беременным женщинам наращивать ресницы можно, но в крайних случаях, если они настоятельно просят. А людям, у кого жирная или сухая кожа, вы должны объяснить, что такое носибельность ресниц и как качество кожи может отразиться на сроке носки искусственных ресниц. И в этом видео мы поговорим о противопоказаниях к наращиванию ресниц. Первый пункт – это аллергия. Каким образом может проявиться аллергия? Первое – это покраснение век. Второе – слезотечение. Третье – чихание. Я говорю о тех случаях, когда клиент не знает, есть ли у него аллергия или нет, и при наращивании она проявилась. Мы в наращивании используем искусственные материалы и клей, у которого есть пары. Я в своей работе использую разный клей, в том числе и гипоаллергенный. Но гипоаллергенный – это не говорит о том, что он для аллергиков. Он идет для людей, у кого чувствительные глаза. Да, у этого клея нет запаха, но и, соответственно, цепка у него будет низкая. И этот клей в основном используют людям, у кого чувствительные глаза, но не аллергикам. У меня был случай при наращивании, когда мы с клиенткой обсудили вопросы аллергии и выяснили, что у нее нет аллергии, то в процессе наращивания обнаружилось, что у нее припухает века. Мне пришлось сразу снять ресницы и отпустить ее домой. Почему я вам это все рассказываю? Потому что 100% ни мастер, ни клиент не может сказать, есть ли у него аллергия или нет. Следующий пункт, второй, слезоточивость. Людям, склонным к слезоточивости, наращивание неблагоприятно. Когда слезятся глаза и хочется почесать, потереть, а если там будут искусственные ресницы, то, соответственно, они могут выпасть и со своими. Третий пункт, болезни глаз. Конъюнктивит – это воспаление слизистой оболочки глаза, вызванное в основном вирусами. При визуальном осмотре глаз его легко можно определить. Блефорит – это покраснение и отечность края век. В народе его еще называют ячмень. Тоже при визуальном анализе вы легко его можете увидеть. Астигматизм – нарушение оптического строения глаза. Ощущение песка в глазах, резь, покраснение слизистой.
На этом наш урок окончен. Домашнее задание. Как всегда, вы должны выучить тему, которую мы сегодня с вами прошли. Она несложная, и думаю, вы с легкостью с ней справитесь. С вами была Елена Бернес и Лорман Академия. До встречи на новом уроке! Ева Лорман, Елена Бернес, уроки красоты и антистресс. С нами научишься ты всему. Вот смотреть нас надо почему. Хочешь о ресницах все узнать? Подпишись на канал и будешь изучать. Просто смотри все наши видосы и сразу решишь все свои вопросы. Лорман, скажи, да, это верно. Бернес, подтвердим? Да, непременно.